Ну что ж, друзья, приветствую вас на очередном выпуске. Гуляем вместе по Петербургу сегодня. Мы около арки Генерального штаба. Находимся с вами на Дворцовой площади. И если вы хотите на ней побыть подольше, смотрите предыдущий выпуск. Ну а сегодня мы прогуляемся от Дворцовой. Немножко погуляем по Невскому. И немножечко попробуем о чем-нибудь поговорить. Я могу по правде сказать, не знал, о чем готовить этот выпуск. Знаете, если не знаешь, о чем говорить, говори о погоде. Вот так вот. Вот, кстати говоря, прежде чем мы начнем это обсуждать, большие огромные часы. Мне они так нравятся. Сейчас получается 4 с хвостиком. 4:05. И еще не так сильно не так сильно темнеет. Сейчас, наверное, темнеет в районе 5, может быть. Вообще классная улица, она небольшая, и здесь особо ничего нету, кроме каких-нибудь тут нескольких прям дорогущих ресторанов, которые мало кто себе может позволить. Но, честно скажу, вот на самом деле, ребят, если обсуждать всякие рестики и вообще все в таком духе, вот в центре, там, где мы сейчас гуляем, большинство, преобладающее большинство кафе и ресторанов, они не заточены по Петербургу. Здесь люди столько не получают, чтобы питаться в таких ресторанах. Это все под туризм. Те, кто могут себе позволить приехать в Петербург, ну, я не знаю, может быть, там из Китая или еще откуда-то. На самом деле в Петербурге очень много туристов из Китая. Прям вот автобусы, поезда, самолеты, прям все с китайцами едет. И на самом деле, не знаю, хорошо это или плохо, но вот туризм есть. И вот как раз такие люди, они вот могут себе позволить посидеть в таких ресторанах. Да, те, кто смог вырваться из Китая, прилететь сюда на самолете, у них, скорее всего, есть деньги и на матрешки, сувениры, и на матрешки, и на дорогие рестораны. Что ж, мы снова, как и в позапрошлом видео, дошли до Невского. Мы сейчас будем потихоньку вот Адмиралтейство. Сейчас мы будем возвращаться постепенно к Казанскому собору. Не знаю, тут будет сейчас так шумно и так много людей. Я, честно говоря, не уверен, что смогу долго здесь снимать, потому что не очень удобно. Но я попробую. Вообще, если снова поднимать тему погоды, в Петербурге зима чаще всего бывает, ну, примерно как сейчас, наверное, там -5, -10. И очень часто, обычно под февраль-март как раз ударяют большие заморозки, внезапно, которых никто не ждет, и там -25, 30 и вообще холод собачий, конечно. Вот, мы, кстати говоря, снова выходим на мойку, как и в предыдущем видео. Набережные здесь, конечно, замечательные, очень красивые. Ой, автобус помешал. Ну, можем в эту сторону посмотреть. Сейчас я поснимаю немножечко. И вы тоже полюбуетесь этой красотой. Ну, разве не прекрасно? Летом здесь вообще, конечно, офигенно.
Какая архитектура, какие домики. Это офигенно, конечно, все. На этом мосту мне больше всего нравятся вот эти фонари. Они, ну, довольно-таки классные задумки, очень здорово сделаны. Вот которые мы только что прошли. Ну, возвращаясь к теме о погоде, это конкретно зима 2024-2025, она где-то до середины января была достаточно теплой, и осень была очень теплая. Я бы, честно, даже сказал, что это вообще аномальный год, когда осень вплоть до ноября и даже залезая на декабрь, практически средняя температура была около нуля, плюс 5, вот так вот, знаете. Для ноября-декабря это удивительные цифры, даже для Петербурга, то есть это не нормальные цифры, но тем не менее вот в этом году было все именно так. И около нуля температура держалась вплоть до там середины января, наверное, ну где-то так. Ну о чем это говорит? О том, что, ну, наверное, все теплеет. И не зря экологи начинают бить в трубу бить, что становится все теплее и теплее. Ну вот февраль все-таки дал о себе знать, что все-таки сейчас зима. Вот и я сейчас снимаю, и снежок идет, довольно холодно. Летом в Петербурге в среднем где-то 17-22, в пиковые дни 25, там по 28 бывает. Бывает даже до 30-очки температура. Но, честно скажу, даже вот в июльские месяца почему-то прям, вы знаете, нет такого, что прям офигеть как жарко. Ну, если вы, конечно же, не торчите в офисе и вам душно. Кстати, если вы душный, напишите об этом. Все будут, по крайней мере, об этом знать. Что ж, возвращаемся постепенно к Казанскому собору. Около него мы уже гуляли. Можно сказать, что вот за эти 3 видоса мы с вами прошли практически целый путь, можно сказать, целая экскурсия по основному, можно сказать, центру. Вам, по сути, больше ничего особо не нужно в Петербурге видеть. Вот проходите по этому маршруту. Не, можно, конечно, расширить его, и там Марсово поле, Летний сад, и всякие другие достопримечательности. Но для такой небольшой прогулки это, можно сказать, что чуть ли не основное, если хотите по-быстрому как бы посмотреть весь город. Сюда я решил немножечко завернуть. Это точно католическая церковь Питеркирхе. Мне она очень нравится. И, в общем, у меня с ней связаны приятные воспоминания, скажем так. Католичненько, скажем вот так вот. Ну что ж, хватит, наверное, о погоде. Несмотря на то, что город им обладает такой вот, как Невский проспект, большой магистралью в центре. Сколько здесь полос? В одну сторону 1, 2, 3 и еще одна парковочная 4. То есть в каждую сторону 4-полоска. Это Невский проспект, он огромный, но здесь очень много машин. А в часы пик здесь все просто стоит. Здесь пробки. Кстати, в центре города стоят машины, пердят. И тут, конечно, особо, ну, не расслабишься, скажем так. Я не могу сказать, что да, красиво, но это многомиллионник все-таки, не забывайте об этом. А в Петербурге больше 5 миллионов, 5,3, по-моему, да, или сколько там, ну, неважно, в общем. И совершенно неудивительно, что в таком
достаточно крутом мегаполисе так много машин. Это отдельная тема, на самом деле, по поводу количества машин в городах. Насколько удобно это или неудобно сделано. Может быть, как-нибудь я вспомню об этой теме, и мы ее обсудим. Потому что количество машин, количество пробок и то, как вообще город в целом развивается, это зависит, безусловно, конечно же, от управляющих городом. От того, насколько им важно, чтобы люди, которые живут в этом городе, чувствовали себя комфортно. Да, то есть для чего делается город, строится, как он формируется, архитектура города. Ее можно всегда ведь поменять. То есть это, знаете, то, что вот сейчас город, допустим, выглядит так, это не означает, что через 10, 15, 20 лет он будет выглядеть точно так же. Но здесь это именно так, потому что всех все устраивает. Город построен изначально для большого количества машин. То есть не для центра. Центр, он не строится и не формируется, и не изменяется никак на данный момент. Именно, знаете, для людей. Вот есть несколько пешеходных улиц, по ним мы буквально вот с вами сегодня немножко погуляли. Но сказать, что Петербург полностью переделывается под туризм, под людей, под пешие прогулки, нет, абсолютно. То есть вот центр, он как был полностью набит машинами, так, в принципе, он и десятилетия таким же и остается. То есть здесь фактически, ничего не меняется. Те, кто, допустим, был 10, 20, 30 лет назад, здесь все то же самое, абсолютно. К этому могу только добавить еще один такой вот дополнительная сносочка, что, в принципе, не только в центре такая ситуация. Это говорит о том, что пробки, которые образуются там 7, 8, 9, 10-бальные, я не знаю, когда вообще город весь стоит, даже не просто красным, там написано в Яндекс.Пробках, а чуть не бурым, когда весь город просто стоит, это говорит о том, что не только в центре города такая история с машинами, с пробками, но и как бы везде, даже и в спальных районах, и в индустриальных районах, везде одно и то же. То есть в результате машин много, дороги пытаются расширить, где возможно, где невозможно, даже не пытаются. И ничего с этим как бы, не делает никто. Пробок становится с каждым годом все больше, больше и больше. И лучше, на самом-то деле, лучше не становится. Такая вот небольшая вот реприза, что ли, не знаю. Начинали. Но на самом деле эта тема это вообще очень интересная. Ребят, я вот вас тогда попрошу, раз уж мы зашли в такую тему, напишите, пожалуйста, в комментариях. Конечно же, как только поставите лайкосик, с вас, как всегда, лайк, подписка и комментарий. Так вот, в комментариях напишите, что происходит в вашем городе с пробками. Насколько они жесткие в спальных районах. То есть в центре, понятно, скорее всего, такая же задница, как и в Петербурге. В Москве там вообще дичайшие пробки. Там, по-моему, вообще город просто в час пик просто стоит весь. Но здесь такое бывает не так часто, но все-таки тоже бывает. Вот, напишите, какая ситуация с пробками, с автомобилями у вас, если у вас ближе к центру города какие-то спокойные места, спокойные улицы, пешеходные улицы, зеленые зоны. Будет интересно, что узнать, обсудить. И, может быть, кто-то еще другой, прочитав ваш комментарий, тоже захочет увидеть и посетить ваши тоже города. Всем спасибо за просмотр, ребятки. Поддерживайте канал донатиками. Все ссылочки в описании. Смотрите следующие видосы. Лайк, подписка, колокольчик. Всех люблю, всех целую. До встречи. Увидимся в следующем выпуске. Пока-пока. All we needed was the
as if the